Всем салют, мы 7-й день уже на Мерисе, на Шри-Ланке. Мы сейчас хотим взять трубки, маски и ласты, понырять с Таисией и с Яном троем. Понырять, посмотреть, там косяк есть. Говорят, подводный мир здесь не супер богатый. На снорклинг чаще всего отвозят куда-то на рифы, то есть где-то где поярче, покрасивее. Но мы хотим посмотреть вот здесь косячок, понырять. И хотим пойти вот на спот, где за этим островком, там серф-точка, где я там пару раз уже умудрился, попытался посерфить. Там говорят, что есть большие черепахи. Договорился я за трубки, маску и ласты. 3 человека, 3 набора, 2000 рупий. Блин, ну чувак говорит, это не мое, он звонил, кому-то узнавал, поэтому дорого. Я говорю, ты ж мне вроде бы цену озвучивал, там что-то до 300 рупий на человека. Короче, в итоге 2000 рупий, 3 набора, 2 часа. Ну, в принципе, погнали, посмотрим, как это все там красиво. 2 слова по снорклингу. Здесь он просто ужасный. Океан мутный. Возможно, если вы поплаваете где-то возле скал, камней, там что-то будет интереснее, но есть риск немножко повредить кожу, вы понимаете. Мы поплавали вот в той части, где обещали ребята, ну как обещали, говорили, что встречали они там больших черепах, мы их там, конечно же, не встретили, очень мутно. Оборудование, которое вам дают в аренду, оно просто ужасное. Трубка, блин, вынимается отдельно от этой части, которая во рту. В нее попадает вода, потому что нет вот этого вот гребешка, который отсекает какую-то лишнюю волну. Поимели проблемы с дыханием, с этим всем очень проблемно. Ласты одного размера, там 42-44. Таисия со мной плавала, у нее там нога меньше, понятное дело, ей было некомфортно. Маска давит, потеет. Короче говоря, оборудование ужасное, а свое брать я не захотел и правильно сделал. Здесь снорклинга какого-то крутого как такового нет, поэтому с собой оборудование не возите, если вы не собираетесь где-то дайвить или фридайвить где-то на каких-то, то есть, прикольных локациях, которые там по типу тех же китов, дельфинов там и так далее. Кстати, нырять с китами государство запрещает, поэтому если мы будем погружаться или кто-либо планирует погружаться, имейте в виду, что это нелегально, вас могут оштрафовать. Я не знаю как, насколько не вникал вообще в этот вопрос, но местный вчера рассказал, что это нелегально, имейте в виду. Так жена сказала, не мой напиток, я взял какой-то Kerala Juice. Это тот случай, когда ни одного ингредиента я вообще не знаю. Стоит 300 рупий. Кисло-сладкая жижа. Ну, вкусная. Оле такая, типа, не совсем понравилась, потому что привкус соли есть. Я сейчас покажу вообще, как выглядит этот напиток. Таисия тоже хочет купить, покажу заодно. Очень большое количество полезностей в нем. На вкус, блин, я вообще описать сложно. Но такое, как со стороны газировка, холодная. Как лимонад, знаете, только вкус совсем уникальный. Идеальный диетический напиток для леди написано, ну короче, для леди. Смотрите, читайте, что это такое. Kerala Juice. Просто уникальный напиток, пьете и молодеете. Везде на пляже можно заказать вообще напитки по нормальным ценам. Кокосик 70-100 рупий стоит, как везде, в принципе. Поэтому пляж оборудован. Мериса пляж, еще расскажу, нам во всем зашел. Просто, ну, отличный пляж для отдыха. Решил, не теряя момента, снять маленький обзорчик по сувенирам. Кому интересно будет, посмотрите, кому не интересно, промотаете. Мы в этом магазине были 4 года назад. Много появилось изделий из кожи, чего ранее не было. Вечерком гуляем по Мерисе, не знаем, чем заняться. Ребята с ребенком пошли домой отдыхать, а мы в ювелирку зашли некоторые, да? А это не те какашки, которые нет, это на Гоа такое растение такое есть, там такие черные, у него зерна, это не то. Носят там всегда популярно. Магнитики какие-то, брелоки. Ага, прикольный магазин, смотрите, двухэтажный. Здесь наверху еще что-то. Сейчас погуляем, посмотрим. Открытки. Кошельки мы, кстати, в Тае такого много продается. Привозили оттуда. Оля что слона какого-то выискивает, хочет приобрести, я не знаю, есть ли в этом смысл. Из дерева поделки. Да. Так, здесь что? Барабаны. Короче, есть все. Даже всякие кепки, вон там магнитики опять. Так, пройду немного. Что-то еще выбрала, что-то? А, это, кстати, ступы, да? Ступки, да, для специй. А что еще можно в нем юзать? Лаймы всякие, ну, то есть пряности добывать, да? Да, лучше пряности, оно будет определенный аромат давать. Если это какое-то очень ценное дерево, ценная порода дерева. А по цене есть ценник там какой-то? Есть. Сколько такая, например?
1700. 1750. Слушай, ну это Да. какое-то дерево прикольное, смотри, да? А, Интересно. Хочешь вспомнить, какое? а which tree is it? Смотрите, какие прикольные изделия. Блин, ну вот приятно, хочется прям в руку взять, знаете, из такого покушать. 2450. Так, это из камня, вырезают таких слонов. Буды, буды. Это из кокоса? Да. Подожди, как? С пальмы. С А, пальмового с кокосовой дерева, пальмы. да. Блин, а я что-то думал сказать. Ну да, мы такие ограниченные чуть-чуть. На мозги тут уже, извиняйте. Маски. Вот из самого кокоса вот такие они, видишь. У нас, кстати, дома где-то мы привозили уже, я не помню откуда даже уже. Да, вот кружки такие. Так, короче, затягивать видео не хочется. Поделок просто из дерева валом, из разного типа дерева. Веера какие-то, так, какие-то шкатулки. Короче, валом всего. Так, ага, даже какие-то крема есть. Алоэ. Угу. Алики какие-то. Короче, мне кажется, самое нудное видео будет. Ну ладно. Блин, суммы каких-то прям видно, знаете, на глаз, что прям кожа кожей настоящая. Стоит идти, что там, скажи в двух словах. Там одежда и сумки такие тряпочные. Ну, в принципе, ничего там интересного. Да? Ну, вы слышали сами. От покупки дуриана нас вчера дождь спас. Ну и вредная Оля. Напишите свое мнение, почему Оля не хотела покупать дуриан. Типа все за, а ведьма против. Деньки. Просят 2000 за штуку. В принципе, не дешево, но выбрала нам спелый. Я уже, когда будем разделать, покажу. Она там на основании его смотрит, и он так немножко уже лопается. Как бы это говорит о том, что он спелый. Thank you. Стути. Немножко позже еще выйдем в эфир, снимем, как мы его будем пробовать и рыгать от него. Огромнейшая папайя. Смотрите размер. Черемоя, манго, да. Дурианчики, уже сезон закончился, но вот на этой точке немножко есть. Сумасшедшие автобусы поехали. Короче, все сразу, глаза разбегаются. Таисия арбуз покупает. Блин, манго крутые. Нам не надо манго, жена? Одно есть? А почему дуриан? Дуриан дурианом. Как нужно настроиться человеку, который никогда не пробовал дуриан до этого? Что бы ты посоветовала? Сначала в помойке пожить месяцок, так, а потом... Ну нормальное что-то скажи. Бред всякий. Надо понять, что он внутри вкусный, запах у него ужасный, отвратительный. Вообще, жареного вонючего лука, который загонил у вас в холодильнике. Запах уже стоит. Оля шла перед нами, и за ней, знаете, шлейф такой длился. Вот такой дурианчик. Малыш такой. Запах колючий прям. Там много долек. Круто, прям как на гвозди, знаешь. Я хотел сказать два слова. Она посмотрела, ну как вскрывать, спелый ли он. Блин, коль жестко. Она посмотрела вот на эту часть, и если видно, здесь уже такие расходятся полоски, как будто он раскрываться начинает. И вот она говорит, что здесь подковыриваешь, якобы как-то. Блин, смотрите, на руки, у меня руки поколоты. И он говорит, да, что якобы вот здесь. Ага, да, он мягенький там. Да, крутой. О, сейчас вкусный будет. У нас такой ножик складной для Не путешествий. хочешь Мы на Занзибаре в мусорку один выбросили. Я не знаю, я буду долго его вскрывать. О, нормально. О, отлично. И прикол в том, что вот он такими дольками внутри. Пошла, все. В смысле? Иди сюда, пробовать будешь. Вот ты первую дольку бери, вот эту, и пробуй. Вкусный? Вот это как раз, да. Самое. О, круто. Короче, я давно его не ел. О, он Ну, как ты раз попробуй такой сначала. надо. Вкусный? Угу, Я он уже спелый вижу. прям. Ну запах, просто нужно себе запах этот отсеять.
Давай, пробуй. Слушай, ну, Первый Летние помойки запах. Летняя помойка с акцентом на жареный лук. Так, окей, ладно. ну пробовать же надо, это король фруктов. Похоже на масло сливочное растающее. Растающее. Растаявшее. Да? Короче, какое-то Мы там. поняли тебя. Надо первый Там внутри вкус. кость. Внутри кость, осторожней, да. Ну, Оля, Такой мерзкий. Оля хотела блевануть Сейчас ты после сольёшься первой с ним. пробы. Что сделать? сейчас? Сольешься сейчас. Ну, с этой вонью. Я пока не могу слиться почему-то. Мне нормально. Нормально? Да. Не так мерзко? Нет. Ну я только съел, но он сытный. А представьте из этого всего шейк теперь. Я пил в Тае, кто не видел видосик, в описании оставлю. Ну, не сильно сладкий. Мы сложили. Ну, когда он переспевший уже, да, конечно. Это как раз он спел, вот это, мне кажется, он такой должен быть. Китайцы по нему с ума сходят. Едят его на каждом углу, как только видят в Тае, скупают, воняет от них на километр, да? Нет, это не мой фрукт хороший. Не твой Вполне вкус? норм. Да. Я думала, блевану. Запах хуже, чем... Короче говоря, они продают только, видите, целыми. В Тае они даже есть больше, и они их там дольками хоть продают. Ну, Можно да на еще. пробу взять, и Слушай, не понравился, здравствуйте. выбросить. Вот такая штука. И О, внутри всё, там еще второй есть долька, второй закрытая, вид. видите, она там будет. Он должен быть такой кремообразный. Если он будет недоспевший, он будет как молодой орех грецкий. Вот такой твердый, белый и безвкусный, и без запаха. Вот мы как-то раз такой купили. Он просто хрустел и все. Нас, наверное, все слышат сейчас по запаху уже вокруг. Я уверен. Вонь Мне стоит. зашло, короче. Зашло? Круто. Да. Вот тут он закрыт, вот тут он будет нормально жить пока. Надо его в пакеты Да, проблема, где хранить. В отеле его вообще заносить нельзя, в Тае много объявлений. Здесь я такого как бы не видел. Ну давай, доедай. Доедай, думаешь? Вообще всё. Сверху мякоть, Ну он сладкий, но не такой, как а мой. внутри кость. Ну крем прям, масло такое. Ладно, все, не будем затягивать. Короче говоря, пробуйте крутой фрукт, король фруктов. И почитайте, да, о его вообще составе, микроэлементах, витаминах. Это крутейший фрукт. Все. Чао. Прямо возле нас, в 50 метрах, заведение прикольное. Покажу, как выглядит. Оно мне напомнило Бали, знаете, такое себе. Называется Амброзия. Это вот один такой зал, так называемый, не знаю, как это назвать, шалаш. Смотрите, как прикольно. Тут вообще одни почему-то. Все, наши там уже набросились на еду. Ты что, дуриан не ел, а? Я не готов, я хочу кушать. Мы тебя оставили. Мы тебя оставили, чтобы Оставили? было чем блевать потом. Понял? Покушаешь потом. Так, что здесь еще прикольно, кстати. Смотрите как. Кухня открытая, покажу сейчас. Просто, чтобы вы понимали, например, какие есть здесь заведения. Чтобы вы не думали, что прям дикое здесь все. Смотрите, какая ребёшка плавает. Крутяк. Открытая кухня у них есть. Ай. Так. Вот еще одно помещение. Все. Здесь кто-то, наверное, день рождения праздновал. Happy birthday. Шарики. Все, вот в принципе все так просто, по-свойски, по-домашнему. Сзади сразу же двор. Все, что-то еще строиться, наверное, будет. Прикольно. Спокойно так. Елочки. Все новогодние елочки до сих пор не поубирали. А что по меню жена? Скажи вкратце. Блинчики есть, супы есть, да? Как обычно, рис. Рисы всякие, карри с Нудл. курками, да. Лапша. Сладкие Роти, роти. блинчики, да. Коту это вот измельченные там блинчики с овощами, с сыром, с яйцом, с курицей, с чем угодно. Даже Тут тайское. еще даже что-то тайское есть, да, мы видели том-ямы. И что-то еще мы видели, ну, креветки, паттай какой-то видели. Имейте в виду, Амброзия. Локацию оставлю в описании под видео.
Мы сейчас на пляже Велигама. Мы по вечерам часто сюда приезжаем покушать с Мерисой. Это, как я говорил, как-то дешевле получается. И плюс сегодня мы решили вечерком на закате посерфить. Здесь стоит 300 рупий вообще час, у нас стоит 400 рупий час доска на Мерисе. И здесь, в чем прикол, очень круто для начинающих серф. Нюанс в следующем. Здесь время мелко. Вы стартуете, вам по плечи, по шею. Вы хотите ловить волну, вы на нее сели, поехали. Если у вас нет сил, вы не успеваете, вы себе дальше стоите или лежите на доске. В любой момент можно встать на землю и передохнуть. Смотрите, сколько людей. Посмотри, у нас Оля оператор. Не заваливай горизонт, молодец. Короче, людей просто тьма, но мы не почувствовали существенной разницы, потому что все равно пляж длинный, люди немножко рассредотачиваются, и в принципе друг другу можно не мешать, нужно стараться не мешать. И примерно перед тем, как вы хотите посерфить на каком-то многолюдном пляже, глазком хотя бы взгляните на правила серфа, там есть определенные правила, кто кому должен уступать, не подрезать, чтобы вы друг другу создавали комфорт, уют и безопасность. Мы с Яном, конечно, доской чуть пару раз друг другу в лицо не заехали. Все, мы сейчас пойдем кушать морепродукты, мы ребятам выставимся за нашу находку вчерашнюю, купим креветок, пиво, посидим, кайфанем, насладимся океаном, воздухом, морепродуктом и, в общем-то, компанией.